Бюджет Молдовы за 2024 год около 15 миллиардов долларов. Это вся страна. Школы, больницы, дороги, армия, пенсии – все вместе. А теперь представьте, что где-то на планете есть одно здание. Не город, не комплекс. Одно здание. И только охрана этого здания обходится дороже, чем весь годовой бюджет целого государства. Это не военная база. Это не президентский дворец. И что самое странное, официально никто не говорит, что именно там охраняют. Подумайте об этом еще раз. Кто-то платит сумму, на которую можно содержать страну с населением в 2,5 миллиона человек. Платит каждый год за охрану. И при этом старательно делает вид, что охранять там нечего. Невада, 6 января 2004 года. Температура воздуха -2 по Цельсию. Фотограф по имени Чак Кларк, бывший геолог, 37 лет занимавшийся изучением местности вокруг сухого озера Грум-Лейк, поднимается на вершину пика Тикабу. С собой у него обычный фотоаппарат. Он не журналист, не шпион, не активист. Он просто хочет сделать снимок долины, которую знает лучшее большинство людей на этой планете. Он наводит объектив. И в этот момент за его спиной тишина. Не та тишина, которая бывает в пустыне. Другая. Такая, которую замечаешь телом раньше, чем ушами. Кларк оборачивается. В 70 метрах от него стоят 3 мужчин в гражданской одежде. Без формы, без знаков различия. Они не приближались. Они уже были там. Просто появились. Один из них говорит: «Сэр, вы находитесь на федеральной территории. Опустите камеру». Кларк начинает спорить. Он на общественной земле, у него есть карта, есть координаты. Мужчина в гражданском повторяет фразу слово в слово. Та же интонация, тот же тон. Кларк отдает пленку. Его отпускают. Он спускается с горы и пишет об этом в местную газету. Через 4 дня его дом обыскивают по ордеру. Формулировка ордера – подозрение в незаконном хранении окаменелостей. Окаменелостей. У бывшего геолога. Это место называется Зона 51. И это, как ни странно, не самая засекреченная ее часть. Начнем с цифр. В 2000 году журналисты Лос-Анджелес Таймс получили частично рассекреченные документы Министерства обороны США. В них упоминалась статья расходов на обеспечение периметра объекта Грум-Лейк. Сумма – 2 миллиарда 100 миллионов долларов в год. Официальное объяснение – это стандартные расходы на охрану военной базы, патрулирование, электронное наблюдение, наземные датчики, истребители сопровождения. Звучит разумно. До тех пор, пока не сравнить с другими военными базами США. База Эдвардс, где испытывают новейшие истребители – 200 миллионов в год на охрану. База Дайвер, где хранится ядерное оружие – 400 миллионов. База в Туле, Гренландия, контролирующая полеты над Арктикой – 180 миллионов. Зона 51 – 2 миллиарда 100 миллионов. В 5 раз дороже, чем охрана ядерного арсенала. Что именно требует такой охраны? Официальный ответ – современные авиационные технологии. Те самые технологии, которые на других базах охраняются в 5 раз дешевле. Объяснение есть, оно даже разумное. Оно просто не отвечает на один маленький вопрос – почему именно здесь в 5 раз дороже? В 1996 году группа из 4 бывших сотрудников подала в суд на правительство США. Они работали на Грум-Лейк в 80-х. Все 4 умерли от одного и того же редкого онкологического заболевания с интервалом в несколько месяцев друг от друга. Их вдовы пытались получить компенсацию. Им отказали. Причина отказа – их мужей не существовало. Это не метафора. В военных архивах не было ни одного документа, подтверждающего, что эти люди когда-либо работали на правительство США. Ни контрактов, ни табелей, ни медицинских осмотров, которые проходят все сотрудники секретных объектов. 4 человека работали на базе 20 лет. На фотографиях вдов они стоят в форме на фоне ангаров. У них есть пенсионные книжки, у них есть награды, но в государственной системе их нет. Дело дошло до Верховного суда. Суд встал на сторону правительства, на основании того, что само существование базы является государственной тайной, и любое признание факта работы на ней нарушает национальную безопасность. То есть они работали там, но юридически не работали. Они умерли от того, что произошло на работе, но юридически никакой работы не было. И вот здесь интересный момент. На других секретных объектах – Лос-Аламос, Сэнди, Ливермор – сотрудники тоже работают с государственной тайной. Их имена тоже не публикуются. Но контракты есть. Записи есть. Компенсации семьям выплачиваются.
Только в одном месте на территории США правительство официально утверждает, что людей, которые там работали, не существует. Почему? Над зоной 51 установлена зона запретного полета. Это нормально, над многими военными объектами есть такие зоны. Необычно другое. Радиус этой зоны 44 километра. Высота без ограничения. То есть запрет действует до самой границы атмосферы и формально за ее пределами. Над Пентагоном радиус запретной зоны 23 километра, над Белым домом 15, над хранилищем золотого запаса США в Форт Ноксе 18, над одним зданием в пустыне Невада 44. До космоса. В 1999 году пилот гражданского лайнера компании JetBlue, выполнявший рейсы из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити, отклонился от курса на 12 километров из-за грозы. Он вошел в воздушное пространство зоны на 3 минуты 40 секунд. После посадки его допрашивали 9 часов. Ни сотрудники авиации, ни полиция. Люди, которые отказались представиться. Пилот получил предупреждение и формально добровольно уволился через 2 месяца. Самолет компании. Гражданский рейс. 180 пассажиров. 3 минуты в воздушном пространстве, и карьера пилота заканчивается. Стандартная процедура для случайного нарушения военной воздушной зоны – штраф и инструктаж. 1 день максимум. Здесь другая процедура. Никто официально не подтверждает, что эта процедура существует, но она работает безупречно. И вот деталь, которая не вписывается ни в одну из версий. В 2018 году коммерческий спутник Digital Globe, делающий снимки поверхности Земли с разрешением 30 см на пиксель, проходил над Невадой. Это обычный спутник. Его снимки покупает Google для своих карт. Его снимки покупает Пентагон. Его снимки покупают все. Над зоной 51 спутник передал черный квадрат. Не размытие, не пиксели. Черный квадрат, идеально совпадающий с границами объекта. Это технически невозможно. Спутник не может не снять определенную территорию. Он снимает все, что попадает в его сенсор. Чтобы получить черный квадрат на нужном участке, изображение должно быть обработано либо до записи на носитель, либо сразу после. Компания Digital Globe сделала официальное заявление – технический сбой. Сбой, который возникает только над одним участком планеты. Всегда. С 1998 года. 26 лет одного и того же технического сбоя в одной и той же географической точке. Если бы там не было ничего, что нужно скрывать, этого сбоя не было бы. А если он есть, значит есть и причина. И причина эта стоит того, чтобы платить кому-то за поддержание этого сбоя 3 десятилетия подряд. А теперь самое странное. Не то, что охрана дороже ВВП Молдовы, не то, что людей официально не существует, не то, что спутники ломаются по расписанию. Самое странное – это карта подземных коммуникаций. В 2007 году группа геологов из Невадского университета проводила сейсмическое исследование региона. Им нужно было изучить разлом, проходящий через всю долину. Это рутинная научная работа – измерение колебаний почвы для понимания тектонических процессов. Их данные показали следующее. Под видимой частью базы, той самой, которую видно на спутниковых снимках до того, как они становятся черным квадратом, существует подземная структура. Глубина не менее 2,5 километров. Площадь приблизительно в 70 раз больше, чем наземная часть. 70 раз! Если наземная часть – это маленький городок, то подземная – это большой европейский город. Под пустыней. На глубине, на которой не строят даже бомбоубежища высшей категории защиты. Геологам объяснили, что их измерения ошибочны. Их данные были изъяты. Один из них через год лишился финансирования всех своих проектов. Официально из-за несоответствия методологии современным стандартам. Методология не изменилась. Изменилось то, что он измерил. И вот тот самый вопрос, который не закрывается ни одним из официальных объяснений. Что хранят на глубине 2,5 километров под пустыней в Неваде, охрана чего стоит 5 раз дороже ядерного арсенала, рядом с чем работают люди, которые юридически не существуют, и над чем спутники последовательно слепнут уже четверть века? Современный истребитель? Истребители испытывают на поверхности, им не нужен подземный город. Ядерное оружие? У ядерного оружия есть точная инвентарная стоимость. Его охрана обходится в 5 раз дешевле. Тогда что? Здесь я мог бы предложить вам версию. Инопланетные технологии. Эксперименты с физикой, которые официально запрещены. Хранилище генетического материала. Машина времени. Что угодно из стандартного набора, который вы слышали уже 1000 раз. Но, честно говоря, мне это не интересно.
И вам, я думаю, тоже. Интереснее другое. Мы живем в мире, где правительства научились очень изящному фокусу. Они больше не скрывают факт существования секрета. Зона 51 официально признана. Вы можете найти ее на карте. Президент США в 2013 году впервые произнес это название вслух. Скрывается не факт, скрывается содержание. И это работает гораздо лучше, чем полное отрицание. Потому что если вам говорят «там ничего нет», вы хотите узнать, что там есть. А если вам говорят «там есть нечто, но мы не скажем, что именно», у вас появляется ощущение, что вы уже все знаете. Что секрет, в общем-то, и не секрет. Что это просто такая военная база, на которой испытывают самолеты. Только вот военная база, на которой испытывают самолеты, не стоит 2 миллиардов в год на охрану и не создает черные квадраты на спутниковых снимках и не превращает своих сотрудников в людей, которых юридически не существует. Где-то под пустыней Невада, на глубине 2,5 километров, есть что-то, ради чего платят сумму, на которую можно содержать целое государство. И самое тревожное в этой истории не то, что мы не знаем, что это. Самое тревожное – то, что нам кажется и не положено знать. И мы с этим спокойно живем. А вы как думаете, что должно лежать в таком месте, чтобы охрана обходилась дороже бюджета страны? Напишите в комментариях. Самые странные версии иногда оказываются ближе всего к правде. Если таких историй хочется больше, здесь их будет достаточно.